Группа Брэда. Брэд — это своя идеология. Что то хуйня, что это хуйня. Привет, друзья! Это Бриан Подкаст. И сегодня у нас необычный выпуск. Это басовый тройничок. Наверное, дорогие зрители спросят, зачем, почему, кто-то даже спросит, нахрена. И кто? Да. А я вам отвечу. Дело все в том, что в народе укоренилось мнение, вообще такая тенденция, мемчики разные, что басисты — это такой народец, скромный, немножко душный, понимаешь, посредственно играет на басу где-то на 2 струнах из 5, девочки им не дают, и все в этом духе. Наверняка вот ты этот мем кому-нибудь отправлял, вот что-то смешное про басиста, я знаю. Наш подкаст призван эту ситуацию изменить, развенчать этот миф. А я могу сразу, прости, я тебя перебил, добавить? Да. Это первое интервью, где я что-то говорю нахуй в микрофон. Можно вырезать нахуй. Тебе предоставится это слово в нет, полном объеме. Потому что у тебя это эксклюзив. У меня нет ни одного интервью, где я что-либо говорил бы. Я слышу голос. Молодой голос. Блять, вот теперь я волнуюсь. Так. Это уже сенсация. Да, это уже сенсация. Итак, ребята, рядом со мной басисты. Говорящие басисты. Те, которые своим видом, своей игрой могут заставить вас полюбить себя. Это кумиры, уже действующие. Я бы даже сделал так. Это люди, игра которых уже повлияла на других неокрепших еще басистов и уже наверняка зажгли их маленькие басовые сердечки. Итак, в левом углу басового ринга будем драться все-таки? Посмотрим. Расположился Антон Акимов, басист Black Pirates и группы VZ Корея. Антон... VZ Корея. Поприветствуем Антона. Добрый вечер, друзья. Или день, или утро, или когда вы это смотрите. Да, Антон самый красивый... И любимый. Самый красивый и любимый. Самый красивый человек в группе Корея. После барабанщика и после Саши Кузнецова. И после всех остальных. Они вообще все красивые. Это мог быть Backstreet Boys, не знаю, зачем им металл ушли. Короче, я называю его Антонио Бандерас, потому что красавчик. И немножко бандит. А теперь мы переходим в правый угол басового ринга, где сидит не менее красивый, а даже более, я считаю, это самый красивый басист на нашей эстраде, Валерий Юшкевич. Можно не хлопать. Можно не хлопать, но мы похлопаем, так уж и быть. Это эксклюзив. Напомню, это человек, который нигде никогда не говорил, и только на нашем подкасте он начал говорить. Смотри, я тебе даже могу... Стой, подожди, я тебе могу доказательство. С 5DS есть интервью из панк-фикшена. Все интервью я пил пиво и сказал 0 слов. Отлично. Сегодня слов будет много. Чуть будет, 3 больше. Как и сказал Валера, это неизменный басист группы 5DS. Остальные коллективы... Нет, подожди, я третий уже. Ладно, третий басист, но самый главный басист в 5DS, по моему мнению. Не, я бы сказал, главный басист СНГ, давай будем... И, кстати, Валерий у нас верно подданный королевству Беларусь, поэтому, если что... Графство Беларусь, из Минска. Естественно. Александр Григорьевич, я с вами. Мы все с вами. 5DS это все понятно, но Валерий у нас тут присутствует на стольких проектах, что если мы будем перечислять, то наш подкаст превратится только в перечисление коллективов, в которых принимал участие Валерий. Я могу это прямо сейчас сделать. Давай. Мона Лиза, 5DS, Гарри Топор Тони Раут, Лида, Факториал, Танкас, группа Йона, Алена, люблю тебя. Ты в моем сердечке отдельно. Кто? Котвицкий, да, Котвицкий. И все. Наверное, на этом закончим. Если мы еще кого-то вспомним, списочек появится. Мы вчера угорали на концерте, что Валерий это такой Бэтмен-басист. То есть, по аналогии с этим фильмом... Я не тот герой, который должен этого города, но тот герой, которого этот город достоин. Да. Просто когда-то ночью, в принципе, я думаю, это каждый вечер
Валерий обнаруживает где-то в воздухе букву В, вот это на проекторе. Но, Вот. И он понимает, но что кириллицей, кириллицей, это обязательно. И он понимает, что кому-то нужна помощь. Он просто наводит как телефон, как видит QR-код люди, и наводит телефон, а он наводит гриф бас-гитары. Там информация... И улетаю на ней. И информация мгновенно переходит на звукосниматели, на которых У меня написано... после ремонта гитара, да, я на ней летаю, если что. Я на поездах не ездию. Поезда это зло, надо летать. Должна быть вставочка с видеозаписью того момента, когда она улетела, короче. Мне было тогда физически больно, я тогда, по-моему, у тебя в телеге это увидел. Смотрите, вот так должна выглядеть бас-гитара. Смотрите, что с ней стало на этом треке. Я в этот день человеку в ресторане казанского, это Казани было, казанского ресторана выбил зубы. Жесть. Опасно. Он очень плохо отозвался нашей подруге, а я был очень расстроен. Ну, короче, Поэтому это темный рыцарь. Зуб за зуб, гриф за гриф. Вот так я бы сказал. Дорого и больно. В общем, Валерий темный рыцарь, и он получает информацию на свои звукосниматели, а там не важно, что написано, там Саратов, кавербэнд. Там радио обычно Кавербэнд, играет. синяя гитара, Валерий натирает гриф канифолию, надевает чистые трусы и отправляется Нет, ни в в коем путь. случае. Трусы должны быть поношены немножко. Поношенные, в смысле, изношенные жизнью или... Поношенные, в смысле, следы эксплуатации. мною изношенный какое-то время. Потому что геройство не делается из-под нового бренда. Геройство делается, когда ты от души это отдаешь. Ну, согласен. И Брат, если мы тебя начнем должны это- по запаху узнавать. Если мы начнем это разгонять, мы дойдем до ада. Да, Давай да. не будем. Итак, ребят, мы представили, и... Это было представление? Да. Как и в любой прелюдии, она не должна быть очень короткой, чтобы Но тело не женщине охладело. должна понравиться. Да, и не должна быть очень длинной, потому что можно сжечь это тело. Поэтому, ребята, давайте поднимем наши, назовем это, бокалы и скрепим наши басовые струны пивными узами. Крепче, чем с Антоном, они не могут быть никогда. Ну, потому что у него в до гитара настроена. У тебя все еще в до? Не, фа. Фу. Вниз фа. Так, отлично. Давайте тогда перейдем непосредственно к разговору. Я считаю, что мы все здесь Нет. пациенты. Весна-то какая, доктор, а? Замечательная. Чувствую себя совершенно здоровым. Не вижу этого. Кстати, я же не представил себя. Стыдно называть себя басистом и вообще говорить при таких мастодонтов низкого звука, что я вообще умею играть, но у меня был опыт игры на бас-гитаре в группе, выступлений, записи, поэтому могу быть в контексте. И если мы все здесь пациенты, потому что в здравом уме никто не будет на басу играть, зная все эти мемы, Очень мало платят. нужно провести диагностику, перейти к анамнезу, понять, с чего началось заражение. Я хочу у вас спросить, как так произошло, что вы начали играть на бас-гитаре? Коротенько, но я бы два вопроса совместил, потому что они рядом идут. И кто ваш басовый герой? Наверняка кто-то зажег это сердечко басовое. Ну-ка. Да тут у меня на самом деле история такая, ну она как у многих, наверное, то есть учился в музыкалке, слушал тяжелую музыку. Потом, Нет, у меня так не было. Вот, у нас уже сегодня целый букет историй будет. Так вот, затем у меня был товарищ из параллели в школе. Он играл на бас-гитаре, он играл уже в группе, как бы там, они там выступали в клубе «Пятница», там, в подвалах, ну там, Антон, я Сеной, тебя короче. перебью, прости. А он говорил, а Валера, играй на бас-гитаре. Он Василий. Я Василий, играю на бас-гитаре. Ну, вот, да. Так можно заменять просто имя. Вот, кстати, Василий, если смотришь, привет. Вот. Он мне, собственно, и говорит, слушай, а давай, типа, попробуй. Я там что-то играл, там, то ли на классической гитаре, там, на контрабасе пытался, но он для меня большой еще был. Бас или Или Василий? Или Василий, да. контрабас. Вот. Я говорю, слушай, попробуй, я что-то взял, он мне показал, там, как с лэпом играть, там, первые приемы, учебники вот эти. Мой самый любимый, этот Хоакин де Пресс, этот, R&B Grooves for Bass. А как же бас-гитара для чайников? Такого я не видел. Ты ж... Но это практически оно и есть.
Нет, Ну, брат, ты упустил все. Тогда мне надо начинать сначала. Я тебе привезу. Привози. У меня в С Москве, автографом, Москве пожалуйста. лежит. С автографом Какой Александра автограф? Георгиевича. Это его автограф Григорьевич. у меня оставит, когда ему передам его, и мне вернет. Можно было бы эту книгу вот здесь поставить. Вы, кстати, да. Ну и вот, и как бы вот так вот и понеслось. То есть поехал, купил себе на этой, тут недалеко, на опрашке себе первый бас Хохнер, по-моему, назывался. Потому что Хохнер это пивовар. Он новогодний какой-то? Хохнер. Это был такой а-ля Precision бас, у него, короче, даже гриф не регулировался. То есть, А это у всех басов так, и кстати. там как бы струны находились вот так, от грифа. Итак, следующим образом выглядит сей шедевр. Как вы можете видеть, это своеобразная реплика Fender Precision. Вот, что с этим звукоснимателем я не помню, да, как-то так. Собственно, как вы можете наблюдать, он изящно покрашен гуашью. Когда-то он был цвета Sunburst. Вот. Анкер здесь нерегулируемый. И на голове есть логотипы всех известных компаний на тот момент. Собственно, такой вот реликт. Ну и, собственно, так и началось. Начал играть в группах, в подвалах, за бесплатно для 5 людей, как бы вот так все и пошло. Я понял, это заражение, потому это что у всех видишь, сколько басистов трудностей. так, Ты должен до сих преодолевать. пор. В принципе, да. Так, то есть не было какого-то такого артиста, который на тебя повлиял, ты увидел такой, нифига себе. Да вот мой хороший друг Василий, как бы, я смотрел, как он играет, как бы. Райан Мартин. Дик сыграй. Давай тогда к тебе перейдем. А у меня все проще. В свои лет 16-17, не помню точно, мы были в Минске, мы были в 9 классе, и мы решили, что мы соберем группу типа Slipknot. Это было прям ТЗ. Вот прям, ну, сейчас это называется ТЗ, это как бы, это был референс, по-другому. И вы приходите в ДК, и они такие, Не в как... брат, 559-й, блядь, погоди, Slipknot. брат, мы в Минске, какое ДК? В Минске клубы. Клубы. Мы не деревня, мы, блядь, столица, нахуй. И оставалось место только бас-гитариста. Все остальные были заняты по какой-то причине. Я себе купил первый бас, он назывался Invasion BG100. Я до сих пор помню это название. Борис Гремячков? Скорее всего. Его имена и модели, возможно. Она это с было... вибрато сразу? Она с вибрацией сразу. Ты нажимаешь на ноту, а вибрирует все, что не нужно. Год этот бас у меня просто лежал дома, потому что, мы же решили собрать группу, а дальше мы ничего не решили. Вот. Потом сверху у моей крестной мамы был студент некий. Для меня он казался молодым человеком, мужчиной, каким-то взрослым, а ему было лет 25, пиздюк на мое сейчас. Красивый? Ебу, я не знаю. Вот, короче, там был некий чувак, который якобы умел что-то играть. Он мне показал первые гаммы. После того, как год у меня бас простоял просто дома, он просто лежал. Валера купил с денег с дня рождения, которые подарили все родственники, себе гитару, и она вот так стояла, блядь, в комнате. Охуенно. Красиво подпирала шкаф. Вот. Неплохо. Потом он показал какие-то первые гаммы, потом я пошел... В Беларуси есть такое явление, как ЦВР. Центр внешкольной работы. Туда, куда ходят дети на кружки. Отдельное здание, как детский сад, как школа, вот отдельно стоит посреди, блядь. Ничего поставить. Ты что? Муха? Вот так вот здание. Вот это оно и было. Вот. Там мне мужчина, который, насколько мне рассказали, потерял 2 детей и был очень грустный по этому поводу. Преподавал гитару и бас, соответственно. Он меня научил блюзовым каким-то историям. А дальше просто я решил, что я хочу играть на басу. У меня это вроде бы получается. И я 2 лета подряд, то есть это 10-11 класс, не выходил из дома, не играл на улице со своими крутыми друзьями, корешами, а учил песни Мадвейна и Слипнота. И в итоге я здесь... Вот, после Антона топовый басист СНГ. И давай так, после Антона и Давидянца. Так. Так, про себя, наверное, не буду говорить. Я классический мемный басист, которому не хватило места на гитаре. Я такой, блядь, попробуем на басу. А потом мне понравилось. У меня, кстати, есть маленькая история про гитаристов, которые, блядь, играют на басу. Нахуй. Ты ж не такой, правильно? Я не знаю. Я же сказал, мне стыдно говорить, что я умею играть, потому что, блядь... Быстро вкинуть историю, если что, мы ее можем... Давай. Вот, есть такая группа «Филамент». Там Маша и Тимур
на вокал гитара, девочка на вокале, мужчина на гитаре, а ему жена. И когда я приходил в эту группу, они мне скинули стемы, чтобы я снимал в своей партии. А бас-гитарист был, вероятно, либо имбецилом, либо гитаристом, непонятно, до конца не понял эту историю. И когда он играл на записи, то есть это стемы, то есть это то, что было в альбоме, каждая нота была вот с этим черкашом медиатора по струне. Причем каждая, и Антон понимает. А можно еще так... Не-не-не, он каждую ноту играл вот так вот, ну, видимо, я не могу как бы... Брат, если ты меня смотришь, бросай бас нахуй, тебе он не нужен. Вот, и каждая нота была с... И просто я эти партии снимал пару дней, и я ненавидел всех, включая свою семью, мать и даже собаку. Ребята, это такой будет стрим, если что, не стрим, что это подкаст у нас. Слушай, ну а тогда такой вопрос. Или ты не закончил? К тому, что гитаристам не надо на бас идти играть никогда, вы не сможете. Все. Тогда такой вопрос. Раз уж вы пальчники, медиатором вообще имеет право басист играть? Потому что есть же и крутые басисты, которые играют медиатором, и как бы добрый вечер. Смотри, хочу вам сказать. Тварь ли я дрожащая или медиатором имею право? Вопрос, мне кажется, вот так. Вот это даже много лучше. Но я тебе могу сказать так, сейчас вот Антон, наверное, меня дополнит. Я когда пишу какие-то сессионные вещи или там свои банды, опять-таки какие-то вещи записываю, ты не отличишь мою игру медиатором от моей игры пальцами. То есть атака настолько... Ну, отличить я отличу эту игру, Антон отличит, ты отличишь эту игру, все отличат эту игру, получается. Но суть в том, что атака, если у тебя в руках она есть, она не будет сильно разниться с тем, что медиатором я играю типа баба-гдаба, 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 баба-гдаба. Вот это я пишу медиатором, потому что, это просто звучит лучше. То есть тремя пальцами это будет не так звучать, потому что в пальцах нижняя середина, когда ты вместо медиатор это верхняя середина, пальцы это нижняя середина. Когда ты бьешь, не будет такой яркой атаки, не будет такого не сустейна, как это по-другому называется, забыл. Пиков, блять, как они называются? Пики. Вставим, блядь, название. Вставим. Я пришлю, вставим. Он всплывать будет снизу. Он пришлет Big Dick, и мы его вставим. Или Little Dick. Не буду ничего присылать. Что человека обидел? Да ладно, что ты? Я пошел. Так, ну а ты что скажешь про медиатор? Да каждый играет на самом деле как ему удобно. У меня один из любимых басистов это Джастин Челленсер. Джастин Тимберлейк, правильно, брат. И Тимберлейк тоже. Не, Джастин Тимберлейк это один из любимых, а басист уже другой. Джастин Челленсер из группы Tool, он как бы играет медиатором, то есть это замечательно звучит. Да. Да, это после дига сразу должно. Да, и больше не знаю ни одной песни. Слушай, на самом деле я вообще восхищаюсь ребятами, которые пальцами играют в плане быстрых вещей. Когда там пришел Трухилио, и я такой на пальчиках, я думаю, а потом он прыгать начал, и ты расстроился, да? Не, я думаю, как он будет играть там Master of Puppets, там вот это Battery. Ну, как бы там надо не просто это, а надо там 4 играть, и очень быстро это все. У тебя есть батарейка? Ты можешь играть быстрее? У тебя есть пальцы? Да. Терпение, труд. 4 пальцами это отвратительно играть. У тебя должна быть слишком... Ну, один-то короткий, я не знаю, Да, у тебя должна быть координация, ты должен руку выставлять вот так, что... Смотри, вот в чем прикол басухи? Когда играешь вот так, смотри, у тебя палец длиннее. Ты делаешь вот так, у тебя палец со струной в одной плоскости. Ты добавляешь вот эти вот отростки, и они не работают. И тебе надо их закидывать. И поэтому это не работает. Все, кто играет 3-4 пальцами, блядь, покажите мне нахуй. Это получается как это, лошадиный голов. Не, подожди, как зовут? Жихарев. Вот, покажите мне исходники Жихарева, блядь. А Антон играет 3 пальцами. Нет. Нет? Это визуально так выглядит. Я иногда руку расслабляешь. Ну, если подустала во время сета или что-то. То есть я играю, но как бы я их контролирую, чтобы они там лишнего призвука не давали, как бы, но просто я играю. Ну, 2 все эти скорости можно достичь. Это как же галоп? Ну вот галоп, это когда отростки подключают. Они не успевают.
вот тебе, вставь. Чувак в наушниках. Ему еще нравилось, когда по столу вот это было. Простите, я больше так не буду, но не могу обещать, если честно. Так, ну, короче, что мы можем передать девочкам, что... Не, подожди, давай закончим тему с медиатором и пальцами. Я просто не могу сыграть медиатором все вот эти пассажи, что я играю пальцами, потому что я играю пальцами всю жизнь. Все. Те, кто может это сделать, вот Дима Максимов, например, потрясающий... Как я мат заменил сейчас. Потрясающе играет медиатором какие-то парты, какие-то пассажи, паттерны и так далее. Это очень круто. Я так не могу. И для меня это инструмент, который мне неудобен. То есть я могу это сыграть пальцами. Так зачем мне тогда себя задрачивать, чтобы я это сыграл этим медиатором, который у меня лежит в портфеле всю жизнь, и я его достаю типа 3 раза в месяц максимум. Все. Вот ты можешь добавить? Давай, Антон, поддержи меня, пожалуйста. Да. Полностью поддерживаю, каждый играет как ему удобно в тех ситуациях, когда ему это нужно сыграть. Вот и Но пальцы звучат пизже. Да. Я хотел сделать рекламочку еще всем басистам, которые Пальцев? играют пальцами. Это к девочкам. Представляете, какие быстрые пальчики у ребят? Какие техничные. Найдите еще на Диком Западе ребят с такими же быстрыми пальцами. Брат, вот вы послушайте Battery, да, Металлики, потом представьте, как чувак играет пальцами, а потом просто представьте. У меня, Всё. у меня есть шутка по этому поводу. Еще в те времена, когда YouTube был открыт и свободен, лет 7 назад, наверное, может быть 8, у меня был комментарий, который был залайкан максимально под моим кавером, если не ошибаюсь, на Dillinger Escape Plan Milk Lizard. Did you fingered your girlfriend to death? Ваш английский превосходен. Я, блядь, переводчик по образованию, нахуй. Бонжур, ёпта. У Валерия прошел вчера концерт, и там было много интересных вещей. В частности... И людей. И людей. В частности, в момент, когда я снимал барабанщика, я отвлекся и обнаружил, что Валерия нету. А Валерий оказался на балконе. А на балкон, а не на бар. Мне интересно, как это произошло, часто ли с тобой это бывает. Тебя укусил паук, например. Человек-паук. Паркер. Паук. Часто вы это практикуете? Вот, когда... Ну, когда чувствуешь, что можно сделать какой-то элемент перформанса, почему бы его не сделать? Это раз. Но два, я когда ушел на балкон, я понял, что меня радиосистема не добивает. И звук проходил типа через 3 ноты. Нота через 3. Вот так где-то был. Если ты же был в зале? Был. Слышал это говно? Я в этот момент, по-моему, не был уже. Я надеюсь, что никто этого не слышал, но я в ушах слышал, что звук типа нота через 3 было. Как будто я азбукой Морзе говорил «спасите, спасите, спасите, помогите». Ну, это хорошая реклама VIP-мест, да, вот балконы, люди, которые берут, они такие... Ну, нет перформанса, а тут живой басист, возможно, к ним зашел на потому огонек. что они все были с телефонами, и оно мою сеть перерубило. Поэтому, если вы с телефонами, приходите на концерты, смотреть концерты, блядь, а не снимать. Вы пересматриваете это видео? Я ни одного не пересмотрел, которое я снимал. И вам советую тоже выключить эту историю. Есть специализированные люди, которые ходят с камерами. Да, у нас есть люди, да, мы платим им деньги, вам не платим, поэтому не надо снимать, это вообще лишнее. Но если вдруг это никак не взаимодействовало с моей сетью, тогда снимайте как хотите, все. В конце только не хватало, что ты с этого балкончика сделаешь... Я как хотел... Человек-паук брат, просто, я хотел Игорь Павлович. я хотел спрыгнуть, но я потом понял, что перелом ноги не коррелирует с следующими концертами. Да еще и бас сломаешь. Меня заверили, кстати, EasyFix, ребята, которые починили мой гриф, который сломался просто вдребезги. Он сделал расщепление молекул и атомов. Вот. Они заверили, что если я бас еще раз уроню, он сломается где угодно, но не там же. Так, слушай, а у тебя же тоже бас-то мастеровой. То есть и вообще по теме бас-гитар. Нет, у меня не все. У меня 2 гитары «Спектр». Который, кстати говоря, Валера помог привести, да. Просто нереальную помощь оказал. А потом они сказали, что тебе нужно еще американца купить за $17 миллионов, чтобы стать эндорсером. Да. Привет, фирма «Спектр».
бас, вот как раз ты говорил про мастеровые. Ненавижу, блин, слово мастеровые. Как-то я обозначь. Я себе, когда слышу мастеровая гитара, Высокохудожественные. я себе представляю, Неплохо. короче, какого-то барда, идущего, вот у него гитара вот из тумбочки, короче, вот, знаешь, которая вот у него у кровати стояла, он к ней гриф прикрутил, струну повесил, вот, в принципе, все. Вот, это... Ну подожди, гитарист Queen, чеканной как его, монетой. Брайан, как его забыл-то, как зовут Я не отца? помню, как его зовут. Кудрявый отец. Брайан Мэй? Да, он же гитару сделал там из шифонера, по-моему. И Ну, она- он молодец, у них тогда красная. не было, блядь. Или у них шифонеры лучше были, я не знаю. Шифонеры и сейчас шикарные, но просто если мы с Антоном сделаем все гитары из шифонеров, просто все будут звучать плохо после нас. Мы не можем Зачем себе это позволить. делать? Вот, Денег так, у не меня было. есть еще одна гитара, это Ash Instruments, это мастер Андрей Шевченко. И вот мое последнее приобретение — это Тварь от Firebear Guitar, сибирская компания. А какая из них вот под Фадеру сделана? Ash. Спасибо. Firebear Instruments, который вот они Юрию сделали гитару, мне сделали бас, просто потрясающий инструмент. Ребята, привет. Слушай, ну вы пока до этого еще не дошли, у вас не так много гитар, но, допустим, Кирк Хаммет говорил, что он иногда даже расстраивается, что некоторые гитары у него лежат без дела, и он на них даже ни разу не играл. Но они есть в коллекции, там около В целом, там, больше 50. Кирк Хаммонд, Кирк, мне кажется, не особо играет в целом на гитаре. Sorry, you guys are so kick-ass. I got distracted by how kick-ass. Love you, Kyle. We'll try that again, okay? Ну, здесь, эта история, да, такая уже Фред-гитарист, бородатая. Подожди, Фред-гитарист, привет. Встретимся с тобой в Израиле, подеремся. Вообще, как вы... Ну, вот у тебя 4 гитары, да, получается? Как вот ты выбираешь, вот, какую гитару взять? Или по настроению, или вы там по стилю одеваешь красивую футболку и считаешь, что она очень хорошо подойдет? Я думаю, что больше по настроению. Как бы. Ну, то есть сегодня хочется такого. То есть вот у Спектра, у него, допустим, такой очень низастый. Мне очень нравится вообще его середина и его вот тембр. Мы как-то с Валерой это обсуждали, что у них очень приятный родной тембр. Вот. Захотелось, взял. Всегда клево, когда есть из чего выбирать. У меня нету. Как это? У тебя же была какая-то У шестиструнная. меня Варвик и семиструнка, я ее жду еще из Китая. Ага. А вообще, смотри, вот мы же затронули индорсерство. Мне вот интересно, что есть такая история, что как будто бы, допустим, если что-то тяжелое, да, там, как раньше мы там к колдам возвращаемся, New Metal, там, это Варвик, да, там какой-то. Если это какой-то панк-рок, они там, допустим, пресиженные, да, фендеры выбирают. Мне вот это интересно, это действительно влияет выбор инструмента? Либо это все-таки чуваки на индорсерстве, и мы такие, знаешь, это смотрим? Или можно каждый бас настроить под свои задачи? Давай я первый скажу свои мысли. Все инструменты универсальные, кроме, на мой взгляд, Дингвола. Вот Дингвол, он работает только в металле, вот как он должен работать. То есть вот Дингвол — это периферий басист Нолли. Вот, это его звук. Вот только там он работает как нужно. Кто-то может, наверное, не согласиться со мной, но, на мой взгляд, он работает только вот так. И еще и с преампом Dark Glass. И вот, когда он весь обвален всеми примочками, которые нужны, то есть дарглассовский преамп, сам Дингвол и дарглассовский какой-нибудь Адам, Photon Infinity, там неважно, что из этих педалей будет работать, там даже B7K может быть и прочие меньшие по старшинству модели.
А все остальные басы работают во всех стилях невероятно. А у меня, когда в туре сломался инструмент, соответственно, у меня гриф раскололся, и я несколько городов брал. В первом городе мне привезли какой-то Fender райдерный просто, с проката, прокатный. Следующий город был Нижний Новгород. Мне Юра из Баксов, $7000. Юра, респекты. Он мне принес свой Fender, я на нем отыграл концерт в Нижнем Новгороде, и все работало на моих же пресетах, на моем звуке, звук в руках, звук в пальцах. Все. Остальное все ерунда, остальное все 20%, не больше, а то и меньше, даже 15%. Звук только в том, как ты извлекаешь ноты, как ты чувствуешь инструмент. Если он тебе неудобен, ты, естественно, будешь играть хуже, ты будешь скованный, у тебя будут непонятки с тем, как зажимать ноты и так далее. Все. Ты что думаешь? Про Precision, кстати говоря, могу добавить. Было одно интересное интервью. Есть такой канал Squad Bass Lessons. Вот там что. У меня куплены уроки на год. Вот. Я 2 года не заходил. Там было туда. интервью, я просто не помню, как этого басиста зовут. Он записывал бас Джону Майеру и кучу многих других исполнителей, которые вы наверняка слышали, но которых вы не знаете. Вот он сказал, что самое часто в Америке, в тех кругах, где он работает, самое частое требование у продюсеров записи — это Precision на плоских струнах. Короче. Почему-то вот так. Он говорит, я всегда в багажнике вожу 5 струн, потому что если мне понадобится низкое до, например. Но афроамериканцы могут украсть его, кстати. Да. Ну, они джаз-бас обычно. Я помню, сейчас алды всплакнут, я помню историю с Music Forums. Не знаете? Ой, я знаю. Да. У меня прям перед глазами. Один парень ехал. У меня перед глазами все латы, которые там были. Коричневые. Коричневые, да. Вот Да. Вот. Там была какая-то история, как один парень ехал домой, в Москве, по-моему, это был, у него Рикенбакер был, по-моему, 4003, и у него его сперли из салона. Это приятно, когда Вообще. такую гитару. Ну, когда сперли, неприятно было. я думаю. Сперли неприятно. Ну да, я имею в виду, это такая палевная история, не так дохуя. А я играл, кстати, на Рикенбакере. Рикенбакер. На нем. На этом басу я пытался играть, и какой-то кал говна был, если честно. Звучало отвратительно. Вроде говорят, не особо он удобный. Очень на любителя инструмент. Да, то есть, кал говна, в смысле, в моем прочтении, скажем так. Это, я не говорю, что это кал говна в целом. Это кал говна в том, как я это вижу. Ну, просто надо просто не надо на нем играть. Овердрайвы навалить, или что там, дисторшены, как лень. Слушай, лень у каждого басиста есть свой кал говна. Вот для меня, допустим, кал говна Дингвол. Я это беру в руки, я на этом играть не могу. Ну, то есть мне просто не нравится. Хотя был один Дингвол, который мне понравился, и то этот желтый Дингвол Игоря Палыча. Да. Поэтому тест-драйв мы будем проводить, играя на 4 струнах, поскольку 5-я звучит заметно тише и хуже. Так что, к сожалению, вот так. Этим часто грешат китайские производители. Не все, но бывает. А у меня есть быстрая история про Дингвол. Мы играем в Москве с артистом Лида. Я приезжаю на площадку, и у меня мой варвик начинает как антенна работать, то есть ловить наводки. Это в 2 клубах вот на моей практике за все путешествия по России и так далее, и по Беларуси. Это клуб «Атмосфера» в Москве и клуб «Джаггер» в Питере. А мы в Питере сейчас, да? Да. Мы в Питере. Отлично, это зафиксировали. Так, давай, как это можно излечить? И, короче говоря, вот в Москву мы приехали в этот клуб «Атмосфера», и у меня бас ловит наводки. Я прошу своего друга Максима из группы EDFX. Он мне присылает свой Дингволь на такси доставкой. Я беру его бас и понимаю, что Г-образный джек не входит. А Г-образный джек, знаете, где у меня? В радио, системе, нахуй. И, соответственно, я весь концерт играю на 10-метровом проводе, и бедный молодой человек, который сидел у сцены, на входе со сцены, он каждые секунд 40 поправлял мой провод, потому что он превращался в змею, запутывался. И я ему на первой песне показал, распутай, пожалуйста, пиздец. Вот. И он весь остальной концерт, он занимался только тем, что он распутывал мой провод, потому что я бегал туда-сюда. Он, естественно, запутывался, он превращался в подруг моей жены, в змей, то есть. И, Кать, люблю тебя.
Вот. И это было и смешно, и грустно. Мне было очень жалко этого человека. Слушай, на самом деле подтверждаю, потому что Валерий на сцене очень активен. Я расскажу об этом позже. А как в итоге лечить такую историю вот этих наводок в этих клубах? Если пацаны другие... Отдельный человек должен быть, кто будет это распутывать, либо самостоятельно после каждой песни. В туре у меня была другая радиосистема, и она на больших площадках начала сечься с радиосистемой Вячеслава Ковляноса. У нас были оба шурики, синхайзеры. У меня старая модель D1, если я не ошибаюсь, а у него более новая. И, скорее всего, у нас были конфликты, и когда мы менялись местами, она просто нет звука. До свидания, добрый вечер. На некоторых концертах мне приходилось прямо в процессе концерта менять, вытаскивать радийку, вставлять шнур басуху и работать дальше на шнуре. А шнур у меня белый, красивый, чистый, абсолютно невероятной блескучести. Слушай, ну с таким шнуром нужно ходить в белой шляпе, в да, белом пиджаке вот. и обязательно я старался на него не наступать и как бы на нем отыграть оставшийся концерт. Он 9-метровый, он от фирмы Paul Dim Cables. Это какая-то... Чувак делал кабеля, а потом куда-то пропал. По крайней мере, из инфополя точно. Вот. Но он и Ковленосу делал, и мне делал, и всем, по-моему, артистам он делал провода. Ну, надо сказать, что Валерий действительно очень активен. И вчера, в какой-то момент, когда он... Как называется вообще этот финт, когда ты гитару крутишь вот так вот на ремне? Он... повредил, не знаю, или немножко помял драмшилд? Драмшилд просто стал на пути вектора движения моего инструмента, и мы с ним оспорили наше общее положение во времени и пространстве. Так, а как часто люди попадаются под вот эту... Люди не часто всякие... Ну, просто драмшилд не должен... Вот, на мой взгляд, драмшилд, блядь, не должен стоять на сцене. Он должен стоять на подиуме. А он стоял на сцене. И поэтому, как бы, произошел сбой расчетов. Ага, понятно. А вы практикуете вот это кручение адское? Нет, не страшно. Что бас улетит или что он влетит в кого-то? Что бас улетит и что он влетит в кого-то. Мы, например, в группе Корея... А у меня был опыт, кстати говоря. Влетел в кого-то? Или... Не, он упал и разбился нахуй. Это приятно, да. В тот момент, когда он так разбился. опять-таки, вот, кстати говоря, здесь можно еще одну рекламу закинуть. Когда я в EasyFix пришел чинить инструмент, я сразу же заказал себе врезанные стреплоки в корпус инструмента. И теперь, ну, если он уже оторвется, ну, как бы... С рогами уже ничего не... Ну, больше я ничего... Мои полномочия... Ну, все. Все, да? Так, ты кого повредил? Слушай, ну у меня же, когда мы играем с Кореей, там же Саша как бы рядом ходит, мы с ним часто грифами встречаемся, вот. Иной раз скрещиваете грифы? Один раз как бы там был случай, по-моему, мы играли с группой Black Pirates, и там небольшая была сцена, и там момент, я помню, Игорь бежит с полным... Вот так? Но они там, они там менялись местами как-то, что-то они делали с Ирой. Игорь бежит, и я понимаю, что он бежит вот прямо в гитару, как бы. Ну, то есть все встречается, ты сбитый, да, готов? Я увернулся в тот момент, но как бы я крутить боюсь. У меня есть история по этому поводу. Я заменяю Леню Максимова в группе Rain Diga. И мы играли в Питере какой-то концерт. Я был после жуткой тусовки, абсолютнейше отвратительно, так никому не желаю делать. И мы играем концерт. Я зачем-то решил на семиструнном инструменте отыграть этот концерт. Абсолютно тупорылое решение, никому не советую так делать. Инструмент, к которому ты не приигран. Вот. Но это вообще к истории никакого отношения не имеет, если что. И мы играем песни, играем, и я делаю поворот. Ну, я не кручу бас, я просто вокруг себя поворачиваюсь и разбиваю, и вокалисту колками попадаю в лоб. У него 3 отметины осталось на лбу. Он был в крови на этом концерте, потому что он просто встретился с грифом вот так вот. Жесть. Извини, пожалуйста. А материалу, который вы исполняли, это подходило?
Ну, это подача. Ну, нет, это было... Это подача. То это- есть все в клик, да, произошло? Это было уместно, да, удар был ровно в долю, если что, я могу подтвердить. Главное, чтобы все происходящее на сцене было как бы... Все-таки, Да. вот это они молодцы, И конечно. очень да. смешно было, мне потом скидывают видос из зала, вокалист говорит, дайте мне салфетку, и кто-то из зала кричит, иди ты нахуй. Ну, это не дословная цитата, она, возможно, чуть-чуть по-другому, но смысл именно таков. И никаков иначе. Так, давайте перейдем к острым вопросам. Можешь взять острое пиво, если хочешь, чтобы тебя прожгло немножко. Ребята, сейчас будет немножко басового кринжа. Да, мы на пол поставим? А, тогда да. Ром, попробуй. Должен оценить. Это Роман Аликов, барабанщик группы Танкас, барабанщик группы The Night, барабанщик группы... Где ты еще играешь? Сегменты. И еще где ты играешь? Подожди, Динайт, а мы с вами не выступали случаем в Соколе, нет? С Blackpires? Ага. Это, возможно, до того, как он пришел в группу было. За пару месяцев. Я пришел в группу, потом я привел его, потом я ушел из группы, а он остался зачем-то. Так, ну раз речь Миш, привет, Олег, зашла про барабанщиков, отложим дурацкие вопросы. Басисты должны вообще сработать в паре с барабанщиками? Или этого вообще не надо? Ну, типа, это все предрассудки. Мы запишем так бас, потом он там что-то сделает, ритмочек. Передаю слово Антону первому. Обязательно. Это must-have, как бы, 100%. Ну, то есть всегда пляшем от барабанов? Вы можете плясать вместе, вы можете вместе что-то придумывать, какие-то фишки там и так далее, но вот эта коммуникация, она критически необходима в целом. То есть, Смотри, я могу с тобой поспорить, потому что все сессии, которые я играю, мне присылают барабаны, выровненные в ноль по сетке, нахуй, вот просто в тютельку. Подожди, а вживую барабанщик? Не, ну сейчас я говорю про записи, вживую поговорим попозже, выйдем с тобой, поговорим. Выйдем поговорим. Вот, все барабаны, которые мне присылают, за исключением пары коллективов, присылают выровненные в ноль, как зовут звукача, который майотом делал, блядь? Харюков, да, блядь, Харюков, привет. Блядь, энциклопедия. Квантизируй, блядь, все, кроме баса, нахуй. Короче, была ситуация просто, группа, одна из групп, где я играю, она у него сводилась, и там был, типа, момент, который я специально записал медиатором, просто, восьмерочки, и он квантизировал, вот, на мой взгляд, он взял первую ноту и ее размножил. Это звучало именно так. Не делай так никогда. Если ты так делаешь, увольняйся и займись, блядь, шашлыками, нахуй. Не работай с музыкантами. Больше никогда. Роман, люблю тебя безумно. Бывают такие случаи, на самом деле. Мы с этим... Не знаю тебя лично, но люблю, блядь, вот так вот. А вообще даблы можно писать на басу? Даблы на басу не нужны. Ты что? Ты не сыграешь. Как на гитарке. Ты не 4 сыграешь. баса, 2. Ты не сыграешь один в один, но... Иногда, например, я пишу 2-3 канала, если поверх партии еще нужно что-то записать, и это клеится с точки зрения аранжировки, естественно, я это допишу, сделаю, и все это будет. Это будет 2, 3, 4 канала, там сколько необходимо. Но, например, и еще одна история. После сведения, блядь, из Челябинска звукорежиссер, который Аматори делал какой-то... Блядь, я забыл, как его зовут. Мы вставим его имя. Вставим. Вот, короче, чувак, погружу чуть глубже в ситуацию. Есть чат звукорежиссеров России в Телеграме. Там все, почти все люди, которые занимаются звукорежиссурой. Я проекту отписал бас, отписал дайник и амп, то есть мою цепь. И он сделал какое-то присведение, или он что-то сделал, и от меня был комментарий: достань варвиковский рык. Соответственно, люди, которые, блядь, знают, что такое музыка, они как бы либо у меня спросят обратно, либо что. И он в этот чатик пишет: ребята, а что такое варвиковский рык? Не понимаю, у меня проект просит это сделать. Следом он присылает пример своего сведения, и я понимаю, что он мою дорожку амп со всей цепью, даже не там, то есть в каком-то моменте был фуз, в конце песни. Он ее даже не открывал, не поставил. Он просто повесил какой-то сансамп ебаный и на всю дорожку. И все, до свидания, добрый вечер. Да, неплохо. Я ему в этот чатик же скидываю свою дорожку амп, говорю: братан, вот так было лучше. И, возможно, он обиделся. Блять, я его сейчас найду.
Вы пока разговариваете, я сейчас найду. Как говорится, сейчас Кстати говоря, найдет это, и договорится. между прочим, частая болячка была, вот особенно в нулевые годы. Так вот, простите, я перебью. И после этого момента я принципиально не пишу дайник никому, кроме сессионных работ, за которые мне платят деньги нормальные. Я пишу просто амп и все, и до свидания. И делайте, ебитесь с ней как хотите, с этой дорожкой, потому что это мой звук, это мой тембр, я так слышу, я так вижу, я звезда. Yes. Я пока ищу человека, и мы озвучим его имя. Что про нулевые? Это на интересно. самом деле частая болячка была многих звукорежиссеров в России. Они не могли подружить барабаны с басом. То есть у них, если послушаешь миксы, наверное, адекватнее всего получилось сделать это у группы Аматори. Вот, Кстати, мне очень понравился звук Луны на релизе с Ураборосом, если не ошибаюсь. Мне очень понравился звук. Я такого не слышал. Какой релиз? Где Ураборос на обложке, я не знаю, как он называется, где вот эти все острополитические вопросы затронуты. Ну и вот, и как бы так получалось часто, что либо бас он впереди всего играет, либо его просто нет. Как бы, то есть не умели работать, к сожалению. Но сейчас, к счастью, научились. А что по строю-то вообще? Вот там кто-то говорил фу, фа, до. Вообще, как найти такую золотую середину, чтобы это вот, не совсем лязгало вот эти струны, как канаты? Стандартный строй нужен, стандартный строй, то есть си миллиарды Си. Все, максимум ля, еще ля. И плотненько идет, и все, да, ниже, у меня было пару сессий, когда ребята играли в фа-диезе, и первый, там, лет 6 назад, 7, я записывал, я спускал еще, я на спектре играл, я спускал струны, играл в этой хуйне, в этом пониженном отвратительном строе, когда у тебя идет нота, у тебя нет ноты, у тебя нет информации в ноте, у тебя идет атака, и нота дальше не звучит, в ней нет информации. И следующий релиз я писал уже в стандартном строе, это была вот эта высокая фа-диез на октаву выше, и чуваки не заметили разницы, они мне ничего не сказали. Нормально. Не, как там было очевидно, что это типа звучит по-другому, но как бы до этого докопаться нет было как. Я все ищу человека. Максим Герасимов, блядь. Максимка, проверяй все дорожки, которые тебе приходят. Так, ты вчера в каком строе играл? Вот тут У подсказывает. меня в ля вчера было все. Капранов в ля. Все песни в ля. И Ауткаста песни тоже в ля мы играем. Просто одно время было модно зарубаться по низким как бы строям, там вот это вот упускать все куда-то в дно просто. И, волна не слушай, пошла. Дингвол выдержит вот это попущение вниз. Но оно надо? Кому оно надо? А на Дингвол ты еще струны попробуй купить. Да, еще чехол найди. Слушай, а вообще вот возвращаясь к теме работы с барабанщиком, сейчас просто это уже укоренилась история, что вот Валера говорит, присылают уже барабаны, отровненные, неотровненные, без разницы, ты уже потом наиграешь. А куда ушла история, когда вы джемите на репетиции вот вместе какую-то... Она ушла туда, где репетиции стоят 2,5 косаря, как бы. К безработным она ушла куда-то. Ну, то есть, это не приносит ничего, то есть, не рождается никаких идей? Ну, как бы технологии же вперед шагнули. Не, все проще. Мы все играем в клик. И все, вот, мы завязаны на клик. У барабанщика, если какое-то свое время имеется, да, то есть он играет вперед-назад, ты уже там за 1-2 генеральные репетиции это сможешь словить и сработать, если ты, сессионно как ты играешь. Если твоя единственная группа, там, как Стигмата, там, у Тараса, например, Аматори, вот, у ребят из Аматори, как Дженер для ребят из Дженера. Если одна банда, ты не имеешь права сыграть хоть на миллиметр плохо, потому что ты, блядь, 30 лет уже играешь эти песни. А если ты сессионный музыкант, которому, блядь, вот, чтобы вы понимали, я уезжал из Москвы, когда я уезжал? 10 числа. У меня было 73 песни на то, чтобы выучить. Вот, до сегодняшнего дня. 73 песни. Неплохо. Это 4 программы разные, которые я сыграл. Белгород, Курск, Питер вчера. Питер будет через, там, какое сегодня число, я не знаю. Питер будет через 5 дней. Еще один с Монолизой. А ты все эти песни должен подобрать или кто-то высылает партитуру? Нет, они у меня уже готовы, просто я их должен не забыть, не перепутать, отработать свои косяки какие-то, которые присутствуют так или иначе из-за усталости, там, работы рук, ног и так далее. Вот, но это вот у меня на этот месяц 73 песни. Вот, я их готовил перед выездом из Москвы 10 числа. Неплохо. Серьезно? Ну, Антон, кстати, у нас имеет
богатый бэкграунд, назовем это так, с кавер-бандами, нет? Я если не ожидаю. Там же тоже немало песен, Да, там было. песен 400 я одно нужно время выучить. поиграл, понял, что это не мое, и как бы, поработал, это еще было в начале. Брат, 10-х годов. лабухи это дно и кал. Лабухов мы вообще не любим. Не, я потом просто понял, что как бы нафиг это надо, и как бы лучше на работе работать. Я лучше грузчиком пойду работать, чем буду этим заниматься. Это просто такое. Тебя там настолько не хотят видеть, что непонятно, зачем тебя заказали на это мероприятие. Отвратительно. Я тоже работал на свадьбах, я знаю, что это такое. По-моему, 10 я отработал, и просто этот коньяк того не стоил, если честно. Так, давайте тогда... Давайте еще немножко, мне нравится. Давайте тогда У меня- острый вопрос, за который, возможно, сейчас... Пиво, кстати, вообще нифига не острое, если честно. Ну, А ты значит, говоришь, что будет значит, ты острое. любитель остренького. Мне потому что... Мне очень нравится, я его с собой Слушай, заберу. я распределил. Это будет остренькая, а вот эта дынька с огурцом такая Вау. легенькая, тебя потом после остренького Смотри, мы охладит. заканчиваем трансляцию, когда мы допьем это все с тобой. Ну, надо будет тогда пить быстрее. А время еще есть, у меня репетиция в 6. Итак, ребята, вы, конечно, модные, красивые, индорсер, не индорсер, гитары, которые вам делают на заказ. А мы ведь, ребята-то с провинции. И вот у меня такой вопрос. А варили ли вы струны? Это бессмысленно. И нужно ли их варить? И имеет ли смысл? Я сразу скажу, это бессмысленно, потому что после варенья они свежие, секунд 50, я не знаю, или больше или меньше. Это выход, если прямо у тебя вообще... есть элисы за 600-700, косарь, ладно, вот элисы есть за косарь. Дешевле нету струн басовых. Нету, вот это не Покупай гитара. элисы, и они охуенно звучат, когда ты их только поставил, все заебись. А если ты их варишь, то есть... Они, ты их натягиваешь, у них усталость металла уходит, у них уходит грязь из под витков, но они... Священный жир вот этот, Ты который... на чеке они прозвучат, на концерте они уже не прозвучат. Как только вода начинает закипать, можно бросать струны. Это глупость и какой-то совдеповский миф. Мне кажется, да, тоже. Я никогда не пробовал. Вот у нас басист Кореи Александр Федорович. Здравствуй. Вот он говорит, практиковал такую тему, но я тоже смысла не вижу. Это буквально так, как описал Валера. Ну, я помню эти года, год 2012, но там я не помню струны, которые за косарь, даже тогда они там полтора рубля стоили. И ты когда смотришь, там гитарист, который там за 200 рублей их меняет, и ты такой, еще подождут, потому что мой жир, он священен, он придает какую-то краску. Зачем вот этот звон, этот лишний лязг? Как я делаю, вот не знаю, Антон так же делает или нет, комплекты, на которых я что-то записываю, что-то делаю, я их я их снимаю в какой-то момент, пока они еще не очень умерли, и кладу там куда-нибудь в шкаф. И через месяц-полтора у меня рокировка идет этих комплектов. Я беру самый старый, у него усталость металла ушла, я поставил струны, концерт отыграл, выбросил их. То есть я делаю так. Потому что, новые струны на каждый концерт, не везде есть бюджеты. Где есть бюджеты, с удовольствием поставлю новые струны, и даже это будет Диодарио за 5000 рублей. С удовольствием. Даже эликсиры могу поставить. За 12. Вообще. 12 тонн Нет, струн. эликсиры не буду ставить. 12 тут продают недалеко. Вот. Поэтому, это работает, и реально, вот для меня это концерт минус комплект, все. Если ты играл хороший концерт, на котором ты не играл, What is Love, а ты сыграл, авторский крутой материал, выложился, потный, мокрый, все, эти струны, до свидания, добрый вечер, уходят в утиль. Так, а ты что, ты тоже каждый концерт? Да. То есть, а какие другие вообще, какие мои опции? Не буду жать вам руки. Я бывает... 2014 год до сих пор стоят. Я бывает их складываю, то есть, когда... Чтоб грибов не поел. Чтобы... Я их оставляю тоже, складываю, чтобы как резервные были, на случай, если там что-то порвется, что-то там резко надо будет поменять, потому что как-то раз мне подогнали струны, я не помню, Марк Стрингс, по-моему, что-то такое это было. Это Марк Басса, что ли, или нет? Да, логотип такой же, как у Марк Басса, только Марк Стрингс. Стоит примерно как Раннибол. Вот. Так вот, там 5-я струна такой кал, что я просто достал старый Раннибол, я его поставил, и все зазвучало хорошо. То есть, а так, да, менять струны каждый концерт, таков путь.
Вот чтобы вы сильно не выебывались, вот здесь появится вставочка, где Трэвис Баркер говорит, Ты лучше что ему, можно вот здесь, где-то. Можно с ценой на эликсир, как Да, в данный момент. Как где он говорит, что ему подарили бас, и он все записи пишет на этой бас-гитаре, и струну он не менял. Это бас-гитара. Она называется Старбасы. Довольно обычное название, но во время тура Pop Disaster мы с Майком и Билли Джо из Green Day постоянно джамовали. В конце тура Майк сказал: «Чувак, я хочу подарить тебе эту бас-гитару. Просто хочу, чтобы она у тебя была». И я такой: «Вау, это так круто! Кто бы мог подумать, что она будет использоваться каждый день в студии». Я отдал ему барабанную установку в обмен. Все, кроме альбома Blink, потому что у Марка так много басов, что он просто влюблен в них. Все, что мы здесь записали, сделано на этой бас-гитаре. Знаешь, мы меняли струны всего один раз, и мы продолжаем использовать ее, потому что она звучит как-то по-особенному. Она не слишком яркая, но да, это наша любимая. Возможно, он пиздобол. Да, у него есть своя студия. Поэтому так это и звучит, блядь. Нормально. Ну, зафиксировано, да. Окей. Так, слушай. Йоу, как дела? Я Трэвис Баркер. Ты у меня в студии. Нет. Именно тот, которого мы знаем с Blink-182. Он вообще, он с самолета упал, вы что, уже голова не работает, блядь. Ну да, столько кожи потерял. Согласен. Так, а давай тогда другую тему затронем. Вот вы пятиструнники, а на 4 струнах-то мы могем. И вот эта 5-я струна, она настолько необходима. Б, А, Д можно делать. Ну, Си, да. Конечно, а как иначе? Просто, как я описывал, вот про одного я, к сожалению, забыл его имя, со Скотт Басс Lessons. Закинешь потом. Тоже объяснял, что он как бы предпочитает играть на 4-струнном инструменте, но он всегда с собой таскает пятиструнник, если ему нужна низкая до. То есть, тем более мы играем как бы тяжелую музыку часто. И как бы это необходимо просто. А гитаристы еще очень любят вот это ля, ре, ми, блядь. Сука, я сдаю себя. Черт, меня раскрыли. Вот. Тебе нужно ми, вот, у меня есть ми на 4-й струне, отлично звучит. И ты мне предлагаешь, что, 5-ю перестроить? Ты слышал, как это звучит? Я слышал. Ни в коем случае не советую этого делать никогда. Так что по-разному бывает. Ну вот так уж это. Давай тогда перейдем от вопросов крамольных к каким-то таким, чтобы наши зрители, юные басисты, проснулись и идите на работу и не занимайтесь этой херней. Нет денег здесь, денег нет. Или в кавербанд какой-то идите. Никаких кавербендов, там еще меньше денег. True Party Band забрали все. Если ребята, вы любите бесплатный коньяк и оливье, тогда можно. Но не стоит. Все, ребята, харе, отработали лавы. Чё вы слушаете такого, что у вас прям, блядь, волосы, если какие-то имеются, у вас они встают дыбом, ну что вы так, нифига себе, вот это бас, вот это плотно, ну или в целом, может быть, коллектив. Есть сразу Dirty Loops. И Impact Fuse с давидианцем. По басу, Мадвейн, понятно. Дик. Каждый раз, когда будешь вспоминать Мадвейн, короче, чтобы Дик начал. Это какая разница, когда, главное, как? Ты понимаешь, что этот мем про Барбарденг, то есть вот он вышел, потом, значит, через 5 лет был Барбарденг, потом еще через 5 лет, вот сейчас он опять потом они собрались опять. И он опять стал, начался. Как бы, вот. И причем он на Фадеру перешел, кстати. Да. Ему Фадеру сделали под тумбу с косыми датчиками. Да, это, кстати, хорошая тема. Я себе так сделал вот на Эш. Вот то, что у меня под Фадер. Да. То есть это на самом деле очень удобная штука. Вообще, отличная история. Потому что я не люблю, когда звук слишком нековый, то есть как бы, при игре натяжение лучше. Мне так больше как бы нравится. Вот здесь мы с тобой разошлись, потому что я всегда играю, почти всегда играю на нековом датчике, вот на этом косом своем и на сингле. И, как Леня Максимов, Леня One Love, всегда люблю тебя. Это какой-то звук то ли Precision, то ли как-то он обозвал, я не знаю, он, видимо, шарит. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Вот, он как-то обозвал, что это звук вот этого именно такой вот. И я понял, что вот со всеми моими перегрузами, со всей моей цепью, вот этот звук мне интересен сейчас. Поэтому я играю вот на этом скошенном неке. И все.
Это замечательно. Видишь, у каждого свое. На самом деле, это клево. Ну, то есть это все группы, которые вы можете посоветовать. Там, а из отцов кто-то, ну, или вот только Мадвейн. Чьих отцов? Блять. Наших, Мой. металлических, которые из преисподней. Слушайте Корн и не ебите голову, короче. Мы с тобой перед подкастом слушали Корн. Да, первый Не, альбом. слушай, Spirit Box, вот что-то сейчас там модно, молодежно я слышал. Вот, но насколько, я не помню, медишный у них бас или нет, но он вот в этом ебучем фа, бля, диезе, где-то вот в этом низу, и мне кто-то, то ли Тарасяка, респект и стигмата, включал, стемы у него есть. Оригинальный. И там такой кал говна был, просто пиздец. Ужасный просто. Там либо медишка, либо кал говна, я не помню. Вот я сейчас не вспомню, что там из этого было, но мне не нравилось, блядь, ни то, ни другое, абсолютно. Я помню, в запрет грамме его, короче, спрашивали, там какой-то отрывок был, то ли у них на странице, то ли там что-то. Его спрашивают там перед выходом на сцену, говорят, а вот вы вот играете в таком низком строю, там вообще что-то слышно, как бы, ну, вот настолько низко. Он такой стоит, говорит, ну, вообще нет, ну, ты там слышишь некие какие-то гармоники, там какой-то некий хруст. Слушай, Полифи очень крутой басист, я очень долго его недооценивал. Он играет медиатором и слэпом, ну, именно делает слэп по цепы. Вот он очень хорош. А там не медюшный бас, кстати? Медюшный. Но неплохо звучит, да? Звучит классно. Ребята, медюшный бас. В нельзяграмме он это все отыгрывает. Но на записи, скорее всего, медюшный, потому что, ну, не звучит так. Ну, либо медюшный, либо супер нарезанный живой. И нахуй записывать живой, когда он у тебя настолько нарезан. Это тупость. И... Я как-то слышал историю про басистов, которые записывают вот буквально по одной ноте, короче, и это склеивают потом. И еще ускоряют потом. Да. Просто тын-дын, а там... Ну, типа, а зачем там? Пум-пум-пум-пум. Не, просто гамму сыграют, а дальше там нарежут. Да. Все правильно. Я так и лучше, как бы. А все остальное... Зачем мучить человека? Как по-вашему я сессии записываю? Я сижу, учу эти песни. Зачем есть есть просто плагины? Ты вообще, миди-бас и все. На барабанах иди играй, не сиди там. Если у вас нету хорошего басиста, миди-бас... И не надо вам, блядь, И тогда хватит пока. Закончите с музыкой и на работу сходите. И появится. Короче, ребята, неважно, кто там что говорит. Нравится бас, играй на басу. Нравится гитара, играй на гитаре. Нравятся девочки, нахуй эти гитары, иди к Нахуй девочкам. девочки. Я думал, ты скажешь, нравятся девочки, пошел нахуй отсюда. Нет, девочек мы любим. Мы ничего не рекламируем. Короче, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на соцсети этих великолепных басистов. На меня можно не подписываться, если что. Нет, подпишитесь обязательно. Подписывайтесь на мой телеграм. Заходите туда, я там пощу разную интересную историю. В мире рок-музыки. Будем там общаться. Валера подпишется прямо сейчас. А я Антон напишу уже тебе подписан. Ваське. Рок-н-ролл, ребята. Мы алды и будем использовать алдовые мессенджеры. Скуф металл for life. Всем пока. Рок-н-ролл. Протул оставьте, пожалуйста, это мой запрос. Вот видишь, наш человек. Я не знал, что я на своей работе услышу франчайз про Ченселора и Протул. Наконец-то этот день настал. Ура! Чувак говорит, как же заебали эти инфо-цыганы. Наконец-то музыканты пришли. Наконец-то, да.